Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю вкуснейший торт клубника страчателла. Торт я буду делать очень большого размера. Торт этот огромный, 30 сантиметров в диаметре, почти 12 сантиметров в высоту. Торт я буду делать без желатина, потому что меня очень многие просят в комментариях показать очень вкусный, стабильный торт. Большой торт, но без желатина. Вот сегодня я выполняю просьбу моих подписчиков. Торт получается необыкновенно вкусный. Все покажу и расскажу в данном видео. Коржи к этому торту я готовила в предыдущем видео. Ссылку на этот бисквит я оставлю в описании к данному видео. Бисквит здесь получается очень быстрый. Его сразу же можно брать в работу. Он не требует здесь отдыха в холодильнике. Как только он остыл, его сразу можно использовать на коржи для торта. Вот так идеально ровно он нарезается. Смотрите по ссылке в описании к данному видео. То видео по бисквиту. Здесь у меня 180 грамм сахара, 80 грамм кукурузного крахмала, пакетик ванильного сахара. Все это перемешиваем до однородности. И сейчас будем делать клубничную прослойку. Здесь 750 грамм пюре клубники. Я пробила блендером замороженную клубнику. Я ее, естественно, разморозила и пробила ее блендером. Здесь и сок, и ягоды, здесь все вместе. Многие всегда спрашивают. Идем сейчас уваривать все это на плиту. При непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном я сейчас довожу эту смесь до кипения на умеренном огне. Когда масса сейчас начнет закипать, пойдут первые пузыри, мы с этого момента будем проваривать эту смесь еще примерно минуту, чтобы крахмал полностью заварился и ушел вот такой специфический крахмальный привкус. Качественный крахмал, конечно, нужно брать всегда для этого. Минута, когда у нас проходит, снимаем всю эту смесь с огня. Еще раз повторяю, обязательно это нужно делать на умеренном огне. И корж нижний для сборки торта уже должен стоять и ждать нас. То есть все должно быть подготовлено. 100 грамм сливочного масла я туда добавляю. Перемешиваю очень активно все это венчиком. Масло очень быстро размешается, потому что смесь очень горячая. И сейчас сразу же подготовили нижний корж для торта в кольце уже, как мы его будем сейчас остужать в холодильнике. И сразу же еще в очень горячем виде мы переливаем всю эту клубничную массу на корж. Корж я здесь не пропитываю, потому что он пропитается от клубничной прослойки. Иначе нижний корж будет очень нестабильным. И лишняя влага здесь не нужна. Он уже сам по себе, этот корж, такой достаточно влажный во вкусе, если вы его будете использовать именно вот таким свежим. Вот будет такая очень горячая масса, и этого не нужно бояться, так и должно быть. Сейчас ставлю, накрыв это просто или пищевой пленкой, или пищевым пакетом сверху в холодильник примерно на 2 часа, пока я приготовлю следующий крем. Готовим следующий крем. Здесь 350 мл молока. Я сейчас ставлю это молоко на плиту и довожу его до кипения, не кипячу. Здесь 120 грамм сахара. Туда же я добавляю 2 пакетика ванильного сахара, 16 грамм, 35 грамм кукурузного крахмала. Все это очень хорошо перемешиваю. Здесь 150 мл молока. Всыпаю туда всю сухую смесь. Очень хорошо перемешиваю, чтобы не было комочков. Здесь 2 яйца комнатной температуры весом примерно по 50 грамм, без скорлупы, среднего размера. Вливаем все это в крахмальную смесь и очень хорошо перемешиваем до однородности. И идем сейчас заваривать всю эту массу на плиту. Молоко уже практически закипело. Активно помешивая в центре ковшика венчиком, вливаю всю яичную смесь туда. Если вы новичок, снимите это закипающее молоко с огня и перемешайте это все без огня, а потом опять поставьте, верните это все на плиту. Теперь также в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании доводим до кипения и проварили примерно еще 30 секунд.
Смесь готова. Переливаем в ту емкость, где она у нас будет остывать до комнатной температуры. Накрываем обязательно пищевой пленкой в контакт и остужаем до комнатной температуры. Смесь у меня остыла до комнатной температуры, а здесь 150 грамм сливочного масла, размягченного, взбиваю несколько минут, минуты 3 до пышности и до побеления. И сейчас вот так по 2 ложки ввожу туда всю заварную основу, которая должна быть комнатной температуры, не холодной. И сливочное масло тоже примерно 25 градусов Цельсия здесь должно быть, иначе смесь у вас расслоится. Ввели по 2 столовых ложки вот так вот всю заварную основу туда. Вот такой крем достаточно нестабильный получится. Он такой мне и нужен, потому что я не буду им украшать, это крем для начинки торта. Я достала основу торта из холодильника и из кондитерского мешка можете просто ложками выкладывать, мне просто так удобней. Наношу весь крем заварной на клубничную прослойку. Разравниваю, укладываю второй корж. Очень аккуратно это делаем, коржи очень нежные, они у меня только что испеклись по сути. Корж этот я ничем не пропитываю. Убираю сейчас буквально на несколько минут в холодильник, пока я приготовлю крем страчателла. Убираем. Здесь 350 мл сливок, не менее 30% жирности, очень холодных. 16 грамм ванильного сахара или ванильного экстракта берите. Также здесь 40 грамм сахарной пудры, 250 грамм сыра маскарпоне и 300 грамм творожно-сливочного сыра. Девочки, кто из Германии, обычный фришкейзе я беру. И все это сейчас взбиваем до устойчивых пиков. И маскарпоне, и творожно-сливочный сыр должны быть также очень холодными. Вот такая однородная пышная масса у нас должна быть в итоге. Сейчас разделяем этот крем на 2 равные части. В одну часть мы добавим шоколадную крошку, а другую часть крема мы будем использовать для украшения тортика. В одну половину крема я добавляю 50 грамм шоколадной крошки, горький шоколад в данном случае у меня. Просто перемешиваю аккуратно лопаткой до однородности. Корж я также ничем не пропитываю, потому что коржи сами по себе достаточно влажные. И сливочно-сырный крем он также пропитает эти коржи, иначе коржи не будут стабильными. Многие меня спрашивали, когда я выпекала бисквит, почему бисквит у меня такой красивый желтый. Я часто использую для выпечки без запаха именно рапсовое масло. Оно дает такой желтый достаточно оттенок у бисквитов. То есть можно также и подсолнечное, но у кого есть качественное рапсовое масло, но потом в итоге выпечка достаточно нейтральнее во вкусе, чем на подсолнечном масле. Здесь я сняла кондитерское кольцо, потому что мне нужно поставить далее вот этот весь торт в ацетатную пленку, потому что у меня уже не хватает кольца. Очень высокий торт получится для этого кольца. Он уже сейчас очень стабильный, это видно. Пропитываю самый верхний третий корж, он при выпекании был у меня дном, поэтому я его пропитываю обычной кипяченой холодной водой. То есть не нужно здесь никаких больше брать пропиток, потому что корж достаточно сладкий. Сейчас остатками крема я выравниваю верхний корж. Здесь это я делаю просто на скорую руку, потому что тортик такой для чаепития просто. И вот таким шпателем рифленым разравниваю. Здесь трафаретом разделяю тортик на порционные кусочки. Можно этого не делать, просто это как одна из идей здесь украшения. Выровняла бока, здесь насадка 2D, кондитерская насадка. Я делаю такие завитки и украшаю также шоколадными элементами. И в принципе торт у меня уже готов. Торт получился 29-30 сантиметров в диаметре, потому что он немножко раздался у меня. Торт в высоту 12 сантиметров и весом 4 килограмма 400 грамм. То есть торт огромный, торт большой, на очень большую компанию. Коржи здесь очень дополняют вот эти кремы. Очень нежный вкус, сочетаются очень хорошо между собой вкусы. Вкус у торта очень сбалансированный получается.
И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.